Денис стоял на узком балконе своей пятиэтажки и смотрел вниз, скрипя зубами от тяжести, которая давила на плечи после 30 лет службы. Ветер гонял по окну пыль столетней квартиры, и в воздухе пахло холодным металлом и недавним снегом. Оглядывая пустые небеса, он думал о том воздухе, которым дышали в квартире полгода назад, когда Лиза еще была рядом, когда дома пахло свежей выпечкой и победой над мелкими житейскими неурядицами. Вдруг взгляд его задержался на картонной коробке под окнами, на которую скользнула тень, и он увидел там кота, вислоухого серо-белого, уложенного в тусклом свете подоконника. Его взгляд был неуклюжим, но в нем таилась усталость, которую Денис не мог описать словами. Кот сидел неподвижно, как будто выжидал момент, когда кто-то придет и скажет «все будет нормально». И в этот момент его взгляд, полный усталой надежды и безмолвной просьбы о помощи, казался Денису самым честным признанием усталого сердца. Жизнь Дениса после ухода жены была как на тарелке, на которой все лежит ровно и аккуратно, но внутри все искривлено. Командиры и подчиненные, графики, регламенты и буквы позывной, они давали ощущение порядка, который раньше был домом. Денис – подполковник. Человек, привыкший к дисциплине, к предельно четким ролям и ответственности. Жена ушла, оставив его с 15-летней дочерью Лизой. Ее бегство, кажется, произошло не так внезапно, как звучит на словах. Она нашла в себе силы уйти из брака не ради демонстрации слабости, а ради самой жизни, ради того, чтобы не медлить с тем, что было важнее, с будущим Лизы. Лиза же, как и ее отец, стала не только дочерью, но и доверенным лицом, опорой, которая в одиночку учит дома, делает уроки и напоминает ему, что мир все еще может быть теплее морозного утра. Денис вернулся в квартиру, где Лиза продолжала уроки, и снова увидел кота. Серо-белый вислоухий котик, доброкачественный, но истощенный, с глазками, которые словно просили не столько еды, сколько внимания. Шерсть у него тусклая, лапы там тонкие, и живот будто почти пустой. Он сидел в коробке, которая когда-то служила ему укрытием под окном, и казалось, что он не двигается, потому что боится еще больше боли, чем та, что приносит голод. Денис хотел уйти и снова забыть про него, но что-то внутри говорило: «Посмотри на него еще раз. Может быть, он нуждается в тебе». Он вернулся в комнату, где Лиза уже складывала карандаши и тетради, но лицо ее говорило о том, что она тоже заметила незримый призрак возле подъезда. Денис спросил дочь, как она справляется с уроками, и она ответила, что почти закончила. «Мы не даем себе расслабляться, папа. Мы заканчиваем все, что начали». Они обменялись благодарностями за этот восстановленный мир, который казался столь хрупким, за вечер, когда они сидели за кухонным столом и молча держали руки друг друга, за минуту, когда Лиза поднесла ему кружку чая, не произнеся ни слова. Но в глубине души Денис понимал, что мир – это не просто расписание в календаре. Мир – это ответственность и готовность смотреть в глаза тем, кого ты никогда не думал видеть рядом. Денис решил проверить кота еще раз, не потому что хотел снова увидеть пустоту под окном, а потому что в его сердце зреет сомнение. Не ушел ли кот? Нельзя было быть уверенным. Любая трагедия может случиться в этом городе, где зима превращает каждый дом в крепость. Кот остался сидеть там же. Его шерсть казалась более тусклой, лапы тонкими. Денис задумался. Может, этот кот станет тем, кто вернет в их дом тепло? Возможно, это знак того, что в их жизни есть место для кого-то еще, и это место должно быть занято не горечью, а заботой. Ночь была длинной. Денис не мог уснуть. Он пытался убедить себя,
Я не могу взять на себя еще одну ответственность. Но воспоминания о детстве, о том, как он чувствовал себя брошенным, когда отец уезжал по служебным делам и оставлял его одного на кухне, возвращались и не давали ему покоя. Он думал о том, что ответственность — это тяжесть, но и крылья. Она может поднять человека выше своей боли, если направлять ее вовремя и в нужном направлении. В глубине души он понимал, что кот, как и Лиза, еще одна попытка найти смысл, еще одно напоминание о том, что не все в мире ограничено одним монотонным расписанием. Утро оказалось холоднее привычного, но Денис вышел на балкон и увидел. Кот все еще там, под снегом, с отвисшими ушами и глазами, полными молчаливой просьбы. «Пожалуйста, оставайся». В груди Дениса что-то сжалось. Он почувствовал тяжесть того, что кот, возможно, сдается, и вместе с тем нашел в этом викторину для себя. Доказать миру и себе, что они не просто люди, у которых есть поручения, но люди, готовые защищать слабых и защищать друг друга. Лиза предложила забрать кота. Ее голос звучал уверенно и спокойно, как будто она знала, что именно так и должно быть. Ее уверенность и искренность оказали влияние на Дениса. Он почувствовал, как его сопротивление дает трещину, и в этот момент на сердце у него нашлось место для новой тревоги. Тревоги за котенка, за ту маленькую жизнь, которая может стать важной частью их жизни. Они оба вдруг поняли, что готовы рискнуть не ради того, чтобы подарить себе частичку счастья, а ради того, чтобы дать шанс тем, кто находится на краю. Разговор за столом вылился в спор. Денис говорил о ответственности и трудностях содержания животного, о том, как это может повлиять на школьные планы Лизы, на их бюджет и на режим дома. Лиза же приводила аргументы не менее важные. «Глянь глазком котенка. Разве это не наш шанс? Разве не мы должны дать ему не просто дом, а жизнь, в которой он сможет жить?» Она рассказывала, как, видя его скрежет зубами от боли, она почувствовала, что не может просто пройти мимо. Они обменялись взглядами и поняли, их страхи — это не препятствие, а повод стать сильнее. Денис осознал, что Лиза взяла на себя тяжесть его тоски после ухода жены, и они решили взять котенка, но Денис передал ответственность за уход Лизе. Это было не просто распределение обязанностей, это знак доверия. Папа доверял дочь в том, чтобы она стала главной опорой для одного маленького существа, а она приняла это с достоинством, будто это была ее обязанность не меньше какой-то службы. Они нашли котенка в коробке на улице. Он был грязный, худой, но живой. Лиза осторожно подняла его, завернув в полотенце, как будто сдержанная буря внутри нее находила приют в этом простом жесте. Тепло, забота, надежда. Денис смотрел на них и понимал. Эта маленькая история — начало перемен. Возможно, именно котенок станет тем, кто заставит их заново поверить в способность к любви, в силу семьи. Соседка Галина Петровна, которая держится за свой голос и правила, критиковала их за то, что они подобрали котенка. Денис ответил ей тем, чем всегда отвечал на вопросы о чести и долге, спокойно, твердо, с уважением к старшему поколению. Он говорил о том, что котенок не просто животное, а живое существо, которому нужна помощь. Галина смотрела на них, как на нечто, что выходит из рамок ее привычного мира. И, возможно, впервые за долгое время она задумалась. Может быть, мир и не так односторонен, как кажется. Котенку дали имя Грей. Он не ел, но пил теплую воду. Его дыхание было хриплым, возможно, пневмония.
Денис и Лиза решили ехать в клинику на следующий день. Они знали, что это путь к спасению и путь к их семье, где риск и надежда идут рука об руку. Они дежурили ночью у котенка. Лиза не спала, ухаживая за ним, и Денис видел, как взрослеет ее ответственность. В этот длинный вечер они говорили мало. И именно это молчаливое общение становилось связующим звеном между ними. Денис почувствовал, как границы между отцом и дочерью растворяются под давлением общей беды. Теперь они были не только семьей, они стали командой. Денис видел нежность Лизы к котенку и чувствовал, что они стали ближе. Они обещали друг другу вылечить котенка, и это обещание превратилось в их общий ориентир не только на ночь, но и на будущее. Ночное бдение и тревога за Грея укрепляли их связь и их общую тревогу за судьбу своей новой семьи. День начался с того, что Денис спал на полу клиники, прислоненный к стене, как будто он пытался найти опоры в тишине. В клинике было шумно, собаки лаяли, кошки мяукали. И это мешало сосредоточиться, но он понимал, они здесь ради Грея, ради того, чтобы дать ему шанс на полноценную жизнь. Врач поставил диагноз: истощение, обезвоживание, инфекция верхних дыхательных путей и, возможно, начало пневмонии. У Грея сгнила половина зубов, требовалось серьезное лечение. Чужой мир клиник с его запахами антисептиков и стерильной двери стал для Дениса и Лизы новым полем боя, где они должны были учиться быть сильными не для себя, а для кого-то, кого они только что встретили. Лечение предполагало антибиотики, противовирусную терапию, капельницы, кормление через шприц. Это было накладно и требовало больших финансовых затрат, которые Денис не хотел признавать вслух. Но он понимал, либо они сделают все возможное, либо потеряют Грея навсегда. Они держали друг друга за руки и говорили лишь то, что им было нужно: «Мы справимся». И они начали строить план. Как собрать деньги, как организовать уход, как держать Грея в безопасности. Врач предложил оставить Грея на стационар или забрать домой. Лиза приняла решение забрать кота домой и взять на себя все обязанности по лечению. Это было великое доверие, не столько к врачу и не столько к жизни, сколько к самой возможности быть тем, кто держит другого за руку посреди боли и отчаяния. Денис посмотрел на нее и понял: его ребенок вырос. Он увидел в ее взгляде не просто беззаботную девушку, а женщину, умеющую налаживать контакт с реальностью, принимать решения и нести последствия. Они вернулись домой с маленьким шаром надежды в руках и с тяжестью ответственности в сердце. Они знали, что их жизнь изменилась, и теперь им нужно будет строить ее по-новому. Лиза проявляла решимость и ответственность, делая первый укол и кормление Грея, и Денис понимал, что это больше не просто история о спасенном котенке. Это история о взаимоотношениях двух поколений, которые нашли друг в друге свое место и смысл. Денис попросил в долг у сослуживца, чтобы оплатить лечение Грея. Это был неловкий момент. Признаться, что у семьи возникли долги у кого-то, кто не знает, как благодарить. Но сослуживец согласился перевести деньги, и Денис ощутил облегчение. Даже в суровой реальности службы есть люди, готовые протянуть руку в трудную минуту. Денис вернулся домой и увидел, что Лиза ведет дневник лечения Грея. Грей начинал поправляться, его дыхание становилось тише, силы возвращались. Это было словно маленькое чудо, негромкое, невидимое снаружи, но настолько ощутимое внутри, что они оба почувствовали, что недвижимый мир может снова повернуться лицом к свету. Денис выразил тревогу. Лиза пропускает школьные каникулы. Она ответила спокойно:
Забота о Грее помогает мне не забывать маму. Это мой способ оставаться живой и чувствовать себя нужной. Она объясняла, что сильнее боли может быть только любовь, которая дает тебе повод двигаться дальше. Денис увидел, что его дочь становится тем, кем он не был, не только хранителем страха, но и хранителем жизни. Лиза сказала, что забота о Грее – это ее способ бороться с чувством брошенности, и он понял, как сильно она выросла за эти недели. Он осознал, Лиза справилась с травмой лучше него самого. В этом осознании была не ярость, а тихий покой, который он не знал давно. Каникулы Лизы прошли у батареи с больным котом, и квартира наполнилась звуками жизни, тиканьем часов, тихим мурлыканьем Грея и шепотом самой надежды. Денис почувствовал гордость и восхищение за дочь. Не за то, что она спасла кота, а за то, что она вернула в их дом веру в будущее. Дни стали короче, морозы крепче, но в их квартире стало теплее. Лиза уходила в школу, оставляя Грея одного на время, но был уверен в том, что кот выживет. Денис возвращался домой и видел, как Грей уверенно гуляет по квартире. Хрипы ушли, мурлыканье стало громче. Они оба почувствовали, что их жизнь получает новый ритм, не подчиненный планам и приказам, а живой ритм семейной ответственности и любви. Телефонный звонок от бывшей жены Катя заставил Дениса задуматься о том, как быстро может измениться судьба человека. Катя настаивала на разговоре с Лизой, чтобы узнать, как у нее дела. Денис возразил: «Это не место для разговора сейчас, у нас есть другие дела». Лиза взяла трубку, и ее лицо сделалось каменным. Она ответила холодно и отстраненно. Звонок казался еще одной бурей, которую они должны пережить вместе, не разрушив то, что у них есть. Лиза объяснила, что не может встретиться с матерью из-за больного кота, который требует постоянного ухода. Она резко положила трубку, и в ее глазах вспыхнули слезы. Но в этот момент Денис почувствовал, что они на пороге нового этапа. Они не просто спасают Грея, они учатся защищать друг друга и принимать, что мир иногда разрушает тесные узлы, но не должен ломать их. Денис обнял Лизу, и Грей трется о ее ноги, вызывая слезы у юной девушки. Денис понял, Грей стал для них не только существом в коробке у подъезда. Он стал символом их семьи, их общей цели и смысла. Они осознали, семья, спаянная общей бедой и целью. Грей отказывается есть, температура подскакивает до 39,9 градуса. Врач диагностирует пневмонию и настоятельно рекомендует срочную госпитализацию. Денис оформляет кредит на лечение, невзирая на финансовые трудности. Это решение должно говорить не о риске, а о доверии к жизни. Если ради него придется занять деньги у сослуживца, так тому и быть, ради того, чтобы Грей вернулся к жизни. Ждать 3 дня в клинике казалось бесконечным. Денис все время думал о Грее. Лиза тихо страдала, ее вера в выздоровление кота была подвергнута сомнению, но в глубине души она держала веру как нечто драгоценное, потому что для нее Грей был живым доказательством того, что любовь и забота сильнее предательства. Денис вернулся домой усталым и увидел Лизу у пустой корзинки Грея. Ее лицо было бледным и истощенным. Она не могла есть, думая о коте, который лежит под капельницей. Денис обнял ее и понял, что Грей стал для нее неотъемлемой частью жизни, и он снова увидел в своей дочери ту силу, которая способна на подвиги ради тех, кого любят. Врач сообщил, что кризис миновал и что их можно забрать Грея завтра утром. Они провели вечер в тишине.
Денис думал о смысле долга и долги, Лиза – о своей новой роли в жизни, где забота о чужом существе становится обязанностью номер один. Пульс пульсации Грея, вестью от врача, пневмония отступает, почки держатся. Их радость была столь же тихой, как их путь к этому моменту, без лишних слов, но с мощной верой, что впереди будет больше света. Грей полностью восстанавливается и становится центром внимания. Лиза обретает устойчивость и здоровую самооценку. Легко справляется с учебой и домашними обязанностями. Вглядевшись в Грея, она училась мыслить не только о себе, но и о других, и это меняло не только ее, но и их дом. Денис берет кредиты, чтобы спасти Грея, и экономит на всем. Он понимал, что каждый рубль вложен правильно, ведь, видя счастье Лизы, он видел и свое собственное. Он начал ценить не только дисциплину, но и гибкость, и понял, что иногда семейное счастье требует выхода за рамки привычного порядка. Денис стал менее суровым, более открытым к эмоциональной стороне вещей. Ему стало ясно, что смысл жизни не только в службе, но и в том, чтобы быть рядом с теми, кого любишь. Грей, как новый член семьи, стал той нитью, которая связывает прошлое с настоящим и дает им шанс увидеть свет там, где казалось лишь холод и снег. Майор Афанасьев заметил изменения в Денисе и спросил, что же случилось, счастлив ли он. Денис рассказал историю о спасении Грея, подчеркивая, что спасал не просто котенка, а свою семью, свое будущее. Майор улыбнулся в знак поддержки и сказал, что люди иногда меняются под тяжестью жизни и что важно не забывать. Служба учит не только дисциплине, но и милосердию. Денис выплачивает последний платеж по кредиту, взятому ради Грея. Лиза поддерживает отца. Они вместе преодолевают трудности. Это не просто долг, это символ того, что в их жизни теперь более важна не сумма, а человеческая связь и доверие. Денис погашает долг, и семья ощущает легкость. Лиза и Денис обмениваются слезами радости и благодарности. Они понимают, Грей стал символом того, что их семья стала целой, не за счет идеального порядка, а благодаря взаимной поддержке и принятию того, что значит быть рядом. Сидя на балконе, Денис и Лиза обсуждают кредит и роль Грея в их жизни. Они понимают, что их семья стала целой именно благодаря общим усилиям. Грей – их друг, учитель и напоминание о том, что даже в холоде города может родиться тепло, если рядом есть любовь и ответственность. Годы спустя балкон знали путь к прошлому и будущему. Там, где когда-то лежала холодная коробка, теперь стоят цветы и маленькая табличка «Грей – наш спаситель». В доме, который раньше дрожал под глухого ветра и суровые будни, теперь звенело тепло. Не громкими вещами, а тихими историями о том, как две души нашли друг друга через одного маленького котенка. И если случится вдруг снова мороз, если на кухне снова закипит чайник там и за стенами, а в соседнем подъезде кто-то будет стуком молчаливо напоминая о боли, они будут помнить, любовь – это не что-то далекое и абстрактное. Любовь – это те, кто с тобой на балконе, когда мороз за окном. Это те, кто держит твою руку, когда мир вокруг рушится. И это тот самый котенок, который однажды появился в их жизни и сделал их семью сильнее и счастливее, чем они могли себе представить.